За 45 лет вселенная «Чужих» разрослась. Несколько частей приквелов, несколько кроссоверов с «Хищником», сериал от Ноя Хоули, к которому вот только вышел новый тизер и объявили дату премьеры это лето. Однако, за исключением хитовой Alien Isolation, никакого прямого продолжения с упоминанием Эллен Рипли так и не появилось. Это отчасти понятно. После событий «Чужого 3» и «Воскрешения» развитие истории Рипли само по себе казалось затруднительным. Однако когда-то продолжение было не просто возможно. Его ждали. За разработку проекта взялся Нил Бломкамп. Ему даже удалось заручиться поддержкой Сигурни Уивер, она была готова вновь сыграть Рипли. Да и Майкл Бин в тот момент был не против вернуться к роли Хиггса, особенно при условии, что новый фильм должен был игнорировать закадровую гибель его героя. Казалось бы, все идет в правильном направлении. Но, увы, после того, как Дисней приобрела 20 век Fox, проект заморозили. Из всех отмененных сиквелов «Чужого» именно этот вызывает наибольшее любопытство. Почему? Во-первых, он был настолько близок к реализации, что его анонс в 2015-м породил волну обсуждений, а когда его отменили в 2017 году, фанаты так и не смогли смириться с этим решением. Во-вторых, проект Бломкампа был свежим глотком воздуха для франшизы. Идея оказалась одновременно новаторской и в духе классики. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня разберемся, каким мог бы быть фильм от Нила Бломкампа. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Так вот, недавно художник Джоффри Туренс, мог произнести неправильное имя, оставлю на экране, который работал с Бломкампом на этапе предпродакшена, выложил на своем сайте портфолио несколько работ. И что мы видим? Наброски сцен, персонажей и существ, которые должны были появиться в фильме. Все это, конечно, дает новую пищу для размышлений и теорий, потому что сценарий, как и само окончательное название, Бломкамп так и не раскрыл. Давайте же попробуем приподнять завесу тайны. Опираясь на концепты и комментарии, можно предположить, что «Чужой 5», назовем его так, планировался как прямое продолжение «Чужих» Джеймса Кэмерона. Да, Бломкамп собирался аккуратно проигнорировать «Чужой 3» и «Воскрешение», но подчеркивал, что не хочет полностью вычеркивать их из канона. В интервью 2015 года он сказал: «Снять фильм, связанный с «Чужим» и «Чужими». Это не попытка отменить третий и четвертый фильмы, просто я хочу, чтобы история сюжетно была ближе к первым двум частям. Фильм, вероятно, должен был разворачиваться примерно через 20-35 лет после событий второй части. Закадровое крушение корабля действительно произошло, однако Ньют и Хиггс выжили. Сигурни Уивер и Майкл Бин не молодеют, но и на концепт-артах они выглядят соответствующе. И да, повзрослевшая Ньют тоже должна была вернуться в этом фильме, хотя на артах ее немного, есть лишь набросок. Возможно, роль была бы небольшой, но как приятно было бы снова увидеть этого персонажа. Кстати, концепты предполагают и противостояние с андроидом, который невероятно похож на модель серии Дэвид-8 в исполнении Фассбендера. Четко прослеживается и знакомый сюжет противостояния андроида людям, и в том числе другим андроидам. На одном из артов есть подпись Вейланд, что намекает на очевидное участие корпорации в новом сюжете. По задумке, Вейланд-Ютани снова охотятся за ксеноморфами, а Рипли и Хиггс всеми силами пытаются им помешать. Также заметно и лабораторное оборудование с выращенными и не совсем похожими на знакомые нам авоморфами. Судя по всему, компания попыталась искусственно вывести ксеноморфов. И пусть этот фильм так и не вышел, но похожий сюжет был реализован в «Чужой Ромул». Основное действие должно было разворачиваться на гигантском объекте корпорации, либо на Земле, либо на какой-либо из колоний. На артах видны огромные здания, терраформированные зоны и загадочные технологические артефакты. Нашлось бы место и инженерам. Тем не менее, по масштабу людей на артах можно смело судить, что это не знакомый нам Джаггернаут из Прометея, а что-то более компактное, хотя форма похожа. Бломкамп также обсуждал проект с Ридли Скоттом, чтобы не конфликтовать с его идеями для «Чужого Завет». Поэтому не исключено, что и инженеры могли бы появиться в сюжете, вместе с их технологиями и нашими попытками наладить с ними контакт. Что еще особенно интересно, есть арты Рипли в биомеханическом костюме и частичной надписью «Пилот М-Космический жокей». Очевидно, корпорация зашла настолько далеко в изучении наследия инженеров, что смогла воссоздать некоторые из их технологий и адаптировать для человека. Вполне возможно, каким бы ни был сюжет, наемники тоже играли бы в нем важную роль. Эти ребята, судя по артам, были готовы к серьезной войне. Броня, собаки, ракеты — все на месте. На некоторых артах Рипли вооружается в десантном корабле, видимо, готовится к финальному бою. И
И все та же крутая деталь — синтетики. Как упоминается, одни из центральных ролей должны были отдать андроидам Джаксу и Килсону, и вроде как их роль в сюжете должна была быть связана с операциями по взлому технологии Weyland-Yutani. Напомню, что в «Чужой Ромул» было нечто похожее, когда андроиды использовали для проникновения на орбитальную станцию. И, конечно же, новые монстры. Подобно тому, как лаборатория Ромул вывела нечто новое из ДНК ксеноморфов, сотрудники Weyland-Yutani этих лабораторий также пожинают плоды своих экспериментов. На одном из артов изображена триматода, червеобразное существо, которое могло быть новым оружием в арсенале ксеноморфов, либо своеобразным заменителем лицехватов. При этом самое интересное, существо могло имплантировать эмбрионы, проникая в тело носителя извне, и при этом оставаясь живым, чтобы заразить как можно больше потенциальных хозяев для паразитов, что открыло бы целый новый виток ужасов для Рипли и ее команды. Blomkamp явно готовил нечто большее, чем просто еще одного ксеноморфа. Да и королева чужих на артах монструозно огромная. Финальная битва с королевой, биомеханические экзокостюмы, отсылки к предыдущим фильмам. Это выглядело бы эпично. Тем более, что Blomkamp умеет работать с экзокостюмами. Учитывая это, финальная часть обещала быть крайне зрелищной. Любопытно, что причин отмены никто так и не назвал. С того момента появилось множество противоречивых версий. Сам Blomkamp считает, что неудача фильма «Робот по имени Чаппи» могла посеять сомнения в его способностях у Ридли Скотта. Также широко обсуждалась версия, что Fox не хотела выпускать приквел и сиквел «Чужого» практически одновременно. Студия была больше заинтересована в имени режиссера оригинала на постере, чем в новых идеях. Хотя «Чужой Завет» получил положительные отзывы критиков, он провалился в прокате. А несколько месяцев спустя Скоттом было объявлено решение об отмене фильма Бломкампа. И даже если бы кассовые сборы Завета не заставили бы Fox пересмотреть направление франшизы, то слияние с Disney точно поставило бы крест на проекте, поскольку новое руководство, похоже, не горит желанием завершать работу Скотта над приквелами, о чем свидетельствуют отсылки к черной жидкости в Ромуле. По данным Guardian, Blomkamp признался, что хотя он уже оставил эту историю позади, отмена проекта стала для него тяжелым ударом. Он сожалел о Сигурни Уивер, которая была действительно увлечена его идеями, и о фанатах. Цитата: «Мне казалось, что для зрителей, которые любили «Чужих», была отличная возможность снять еще один фильм Сигурни, который порадовал бы их, да и меня тоже. И главный вопрос: был ли весь этот концепт-арт выложен, поскольку истекло NDA, или чтобы оживить интерес и вернуть проект к жизни, тем более, что уже произошло несколько ретконов? Или может это все-таки финальное прощай для фанатов?» Возможно, «Чужой» Бломкампа так и останется в прошлом, но фанаты точно будут еще долго обсуждать эти идеи. А ваше мнение по этому поводу я бы с удовольствием почитал в комментариях. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Ссылку на сайт портфолио художника я оставлю в закрепленном комменте, обязательно посмотрите, это очень интересно. Там же в закрепленном комменте вы найдете ссылку на мой телеграм-канал. Заходите, буду вас ждать. И до встречи в следующем выпуске. Пока.